Среди нацистских преступников, попавших на скамью подсудимых после падения Третьего рейха, была и Мария Мандель, прозванная «Зверем» или «Бестией». Это по ее приказанию уничтожили более полумиллиона женщин-заключенных. Если бы не война, вполне возможно, что многие люди никогда бы не узнали, что за демоны живут в их сердцах. Можно не сомневаться, что среди них была бы и Мария Мандель, сентиментальная почтальонша из австрийского Мюнскирхена, очень любившая музыку. Во всяком случае, пока мир не охватило нацистское безумие, дочь сапожника, родившаяся в 1912 году, никогда бы не подумала, что ей очень нравится мучить и убивать людей. Мария росла послушным ребенком, хорошо училась в школе. Потом она работала на почте и была образцовой австрийской фройлен. Все изменил 1938 год. В 26 лет девушка решила кардинально изменить род деятельности и вступила во вспомогательные подразделения СС. Через полгода переехала в Мюнхен и устроилась на работу в один из первых концентрационных лагерей Лихтенбург на должность надзирательницы. Мандель нравилось руководству и быстро продвигалась по службе. Видимо, уже тогда в ней разглядели необходимую жестокость и цинизм, присущие всей верхушке Третьего рейха. В 1939 году она уже старший надзиратель Равенсбрюке. Вступление в НСДАП открыло ей двери к карьерному росту. Через 1,5 года ее назначили на пост начальницы женских лагерей Аушвица-Биркенау. Комплекс находился на территории Польши в 60 километрах от Кракова. Россиянам, украинцам, белорусам название этой фабрики смерти известно как Освенцим. Австрийская надзирательница дослужилась до звания, сопоставимого с военным званием оберштурмбанфюрера СС. Ей были подчинены все женские лагеря Аушвица. Мандель обладала неограниченной властью над заключенными женщинами и детьми. Избиение и унижение беспомощных жертв доставляли ей садистское наслаждение. Заключенные называли ее не иначе, как «дьяволом в юбке» или «гиеной Аушвица». Она отличалась тем, что могла без колебаний приказать убить на месте любую проходящую мимо женщину, не так на нее посмотревшую. Лично утверждала списки заключенных, подлежащих ликвидации. За отличие перед Рейхом преступницу наградили крестом за военные заслуги 2-й степени. Мандель любила выбирать среди узников евреев так называемых домашних животных, предназначенных для развлечения. Она заставляла их выполнять все поручения хозяйки. Зверушки быстро ей надоедали и вскоре отправлялись в газовую камеру. Особенно старшей надзирательнице нравилось работать с детьми. Так французская певица Фанни Фенелон, тоже узница Освенцима, в своей книге воспоминаний рассказала такую трагическую историю. Как-то раз из Польши в лагерь прибыл транспорт будущих узниц с детьми. Из огромной очереди, ожидавшей своей судьбы, неожиданно выскочил маленький мальчик и побежал навстречу Мандель. Дьявол в юбке не отвернулась от ребенка, а напротив взяла его на руки и унесла к себе. Она одевала мальчика в красивые вещи, повсюду водила с собой, но когда он ей надоел, отправила в газовую камеру. У надзирательницы имелись любимчики, которые выполняли все ее поручения. Правда, когда они ей надоедали или в чем-нибудь умудрялись провиниться, то сразу отправлялись в крематорий. Амбициозная молодая австрийка прошла путь от рядовой охранницы СС до подполковника и начальницы женского лагеря в кратчайшие сроки. Вряд ли бывшую почтальоншу узнали бы в этой высокой, стройной блондинке в серой форме, черной фуражке, шелковых чулках и элегантных туфлях ее земляки. Только в одном Мандель вовсе не изменилась. Она все так же обожала музыку. В то время в Освенциме уже было 2 оркестра, состоящих из узников мужчин. Но она мечтала по их образцу организовать свой собственный, женский, и добилась у коменданта лагеря разрешения на организацию подобного оркестра. Женский оркестр лагеря Биркенау начал свою деятельность в мае 1943 года. Для них выделили блок номер 12. Шли репетиции, оркестр выучил десятки маршей и народных песен. Первое выступление прошло в лагерном лазарете, после чего оркестр должен был утром и вечером, если позволяла погода, играть при выходе на каторжные работы рабочих команд
и при их возвращении после заката солнца. Все прекрасно понимали, что пребывание в оркестре могло быть прервано в любой момент. Один из самых частых гостей в музыкальном блоке был доктор Менгеле, ангел смерти. Он заставлял узниц играть свою любимую пьесу Роберта Шумана «Грезы», написанную для фортепиано с оркестром бесконечное количество раз. Ее исполняла 17-летняя Анита Ласкер, привезенная в лагерь из польского города Вроцлав. А другую участницу оркестра, певицу Фанни Фенелон, заставляли петь по 10-15 раз арию из оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Большинство участниц оркестра дожили до освобождения. В лагере находился и любовник Марии Мандель, некий Карл Бишов, который считался шефом строительной службы СС. Его главным заданием было строительство и техническое обслуживание комплексов газовых камер и кремационных печей. В 1944 году оберштурмбанфюрера СС Марию Мандель перевели на пост начальницы концлагеря Мюльдорф, одной из частей концлагеря Дахау, где она прослужила до окончания войны. В мае 1945 года Мария сбежала в горы в районе ее родного города Мюнскирхена, но вскоре ее арестовали американские войска, а в ноябре 1946 года Мандель передали польским властям. Мандель была одной из главных фигуранток процесса над охраной Освенцима, состоявшегося в ноябре-декабре 1947 года. Верховный национальный трибунал Польши приговорил 23 обвиняемых, включая Мандель, к смертной казни. Последними словами 36-летней нацистки были «Да здравствует Польша». Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!